Ребят, привет! Меня зовут Лена Лебедева, я предприниматель. Хотела бы дать несколько советов начинающим ИПшникам или тем, кто собирается стать предпринимателями. Во-первых, что касается открытия ИП. Проработайте как следует свое заявление дома. Не идите в налоговую и не пишите, не сидите там часами, выбирая АКВЭДы. Это ни к чему хорошему не приведет, кроме вашего потерянного времени. Проработайте лучше АКВЭДы дома, это коэффициенты видов деятельности. Потому что если вы будете дома их внимательно изучать, возможно, вы поймете, что вы сможете взять еще и то направление, и в чем-то там еще развиться. А когда вы будете в налоговой заполнять заявление скорей, возможно, вы что-то пропустите. И, допустим, укажете основной вид деятельности, к примеру, мероприятие, а такой вид деятельности, как продажа продуктов, вы упустите. И тогда на своем мероприятии вы не сможете продавать сладкую вату или там что-то еще. Поэтому как следует проработайте это дома. Это первый совет. Второй. Когда вы открыли ИП, вам необходимо выбрать систему налогообложения. Потому что априори вам присваивается общая система налогообложения. Там полным-полно налогов, и начинающий ИПшник с ними не справится. Поэтому выбирайте систему УСН или посмотрите там, какие-то еще есть другие системы налогообложения. Изучите их внимательно и выберите то, что вам наиболее близко. У меня, например, было сначала УСН 6%, потом я поняла, что у меня очень много расходов, и сменила систему налогообложения на доходы минус расходы. Мне эта система намного выгоднее, потому что на УСН 6% я потеряла очень много денег. Как следует об этом подумайте, систему налогообложения нужно сменить в самом начале. Смените прямо в первый день, как вы получили документы об открытии вашего ИП. Для того, чтобы потом не заморачиваться и чтобы не было геморроя и никуда не надо было бегать. По поводу кредитования. Это очень важно. Начинающий ИПшник навряд ли справится с кредитами. Все так думают, что вот я возьму 1 миллион, я возьму там его условно на год, я сниму офис, найму персонал, буду что-нибудь продавать, закажу рекламу, и тогда пойдет все очень легко, я отобью эти деньги 100% за год. Ничего подобного. За год вы их не отобьете, конкуренция огромная, не обольщайтесь. Даже если у вас какой-то уникальный вид деятельности, поверьте мне, в любом городе найдется какой-нибудь еще человек, который будет то же самое делать. И не факт, что вы отобьете кредит. Вы можете просто влезть в долги, потом все потерять. Имейте это в виду, это проверено уже на тысячах ИПшников, поэтому минимум кредитуйтесь, максимум находите партнеров. Это если у вас нет стартового капитала у самого. Если у вас стартовый капитал есть, тогда никаких проблем. Следующий момент – это, конечно, аренда офиса. Поначалу офис вообще не стоит никакой арендовать. Представьте, у вас есть 1 000 000 рублей. Вы сняли офис 200 тысяч в месяц. Наняли персонал, все заработало у вас, а клиентура не идет. А 200 тысяч в месяц вынь да положь. Очень многие компании разорились именно поэтому, потому что брали себе пафосные офисы. ИПшнику поначалу можно работать дома. Или, если вам так необходим офис, идите в бизнес-центры, там всегда предоставляют переговорные. Есть такая услуга коворкинг, то есть предоставляются рабочие места. И их можно снять за 800 рублей в день. Переговорная какая-то крутая, с интернетом, с вашим личным секретарем, с телефоном, с телевизором, 600 рублей час. Безусловно, плюс коворкинга в том, что там все готово. Там есть не только интернет, но и сделан хороший ремонт, и хорошо оборудованный туалет, и есть телефон, и даже люди, которые будут отвечать на звонки и потом передавать вам информацию, если вы будете на переговорах. А если вы снимете офис с нуля, представьте, что вам там нужно будет делать ремонт, прокладывать коммуникацию и так далее и тому подобное.
Если вам нужен офис на 1 день в неделю, идите в любой бизнес-центр и снимайте переговорную. И у вас все будет, и вы сможете там назначать встречи. Хотя любую встречу можно назначить в кафе. Затем персонал. Максимально отдавайте услуги на аутсорсинг. Это компании, которые предоставляют вам услуги на удаленном доступе. Например, я пользуюсь аутсорсинговой компанией по ведению бухгалтерии, кадрового дела и юриспруденции. Я им плачу, ребят, внимание, 10 тысяч в месяц. Это за 3 услуги. Они мне делают полностью отчетность, они мне считают налоги и все остальное. Вот представьте, один человек – это минимум 20 тысяч в месяц, да? Это если у вас сотрудник будет работать. И то, какого сотрудника вы наймете за 20 тысяч? Я вам скажу, что самое главное в организации – это бухгалтерия. Директор не столь важен, важен бухгалтер. Хорошего, грамотного бухгалтера вы не найдете дешевле полтинника, а возможно даже и 70-80 тысяч. А здесь, если вы пользуетесь аутсорсинговыми компаниями, то смотрите, сколько преимуществ. Они вам не мозолят глаза, вы им не мозолите глаза, они вам делают всю отчетность, вам не нужно переживать, что что-то не вовремя будет сдано. Они все вам просчитают, они следят за всеми изменениями в законодательстве. Законодательство у нас меняется с бешеной скоростью, они вам дают дельные советы, не ошибаются. И даже если они не знают, как поступить в той или иной ситуации, у них там целый штат бухгалтерии. Работают там высококвалифицированные специалисты. И они всегда могут посоветоваться с коллегой из своего отдела. А если вы наймете одного бухгалтера на 80 тысяч, ему не с кем будет посоветоваться, кроме как с вами. ИПшники не всегда имеют представление о том, что такое бухгалтерия. Этот момент очень важен. Если вы решили открывать свое дело или только что его открыли, сразу подумайте о бухгалтерии. Вы столкнетесь с гигантским количеством отчетов. Вам нужно будет сдавать и декларации о доходах, и уплачивать фиксированные взносы за себя, сдавать отчеты по сотрудникам каждый месяц, если они у вас, конечно, будут. Каждые 3 месяца вы должны уплачивать авансовый платеж по доходу на прибыль. Все еще зависит от того, какой у вас вид деятельности, какое имущество у вас находится во владении ИП. Вам еще нужно будет и налоги на имущество выплачивать. И, допустим, если у вас вредное производство или автосервис или что-то еще, то еще экологический сбор там определенный. Если у вас сотрудники будут, постарайтесь на начальном этапе не заключать с ними трудовые договора. Трудовой договор – это значит огромное кадровое дело производства. Вы заполняете трудовые книжки, вы на каждый чих составляете приказ. Вы уплачиваете не только взносы на пенсионное и медицинское страхование, но еще и уплачиваете взносы в ФСС по нетрудоспособности и в связи с материнством. Если человек заболеет, он выходит на больничный, и вы обязаны этот больничный ему оплатить. Если с ним что-то случилось неприятное, вы выплачиваете ему компенсацию, материальную помощь, огромное количество разных взносов. Вы оплачиваете ему отпуск. Плюс еще вы обязаны на рабочем месте, если у вас есть сотрудник, соблюдать санитарные нормы. Если у вас в туалете, к примеру, нет туалетной бумаги, то сотрудник может настучать на вас в трудовую инспекцию, она к вам придет и выпишет вам штраф. В трудовую инспекцию вы тоже постоянно должны сдавать и отчеты, там какие-то нормы есть определенные к трудовым местам, нужны комнаты отдыха, еще что-то. Поэтому с трудовыми договорами очень сложно. Лучше на начальном этапе заключайте гражданско-правовые договора, ГПХ, гражданско-правового характера. Это договор подряда, договор возмездного оказания услуг. Такие договора на начальном этапе спасут от потери огромного количества денег. Ну и если вернуться к аутсорсингу, всю эту тягомоть может вести бухгалтер на удаленном доступе. Также есть компании, которые предоставляют клининговые услуги, которые занимаются продвижением компании и так далее и тому подобное. То есть поначалу экономьте на сотрудниках.
Большинство вопросов можно решить на удаленном доступе, находясь у себя дома. Но если все-таки вы понимаете, что сотрудники вам необходимы, и вы их принимаете на работу, оформляйте гражданско-правовые договора и будете уплачивать только ОПС и ОМС. Притом эти платы закладывайте обязательно в свой бюджет, потому что они начисляются сверх зарплаты. То есть вы договорились с сотрудником на 1000 рублей, из этой 1000 вы обязаны удержать 13% и отправить его в ФНС, это НДФЛ. И помимо всего прочего, сверху этой 1000 вы должны уплатить 22% на пенсионное страхование и 5,1% на медицинское страхование. Почти 30% вы должны заложить в свой бюджет. И вообще плат у вас будет огромное количество. Потому что, не дай бог, вы не вовремя сдали какой-то отчет, у вас будут штрафы и пени. И, конечно, не забывайте, пожалуйста, про ежегодные фиксированные взносы за себя. Более 30 тысяч рублей. На обязательное медицинское страхование и на обязательное пенсионное страхование. И несмотря на то, что я говорю экономьте на сотрудниках, но если у вас появился какой-то генератор идей, берегите его. Этот человек вытянет вас в самую критическую ситуацию. Сейчас в такое непростое время, в такую эпоху хаоса, нас, конечно, могут спасти только креативные идеи. Поощряйте таких людей материально. Затем, по поводу планирования. Не планируйте на очень большие сроки. Месяц, 2, 3 – это что-то такое далеко-далеко находящееся. Неизвестно, что будет через 3 месяца. Кажется, что это совсем близко, особенно людям старшего возраста. Время пролетает быстро. Но тем не менее, так как сейчас очень сложное время, можно распланировать что-то или на неделю, или на 2. Мы не можем предсказать, что будет завтра. В этом сложность, если вы собираетесь заниматься какими-то мероприятиями. Мероприятия назначаются за 2 месяца, за 3, а иногда за полгода и за год. Например, я недавно пережила рейдерский захват, как в 90-е. Вот сейчас март 2019 года, а я, как в 90-е годы, напоролась на рейдеров. И все это так криминально, прямо как в Голливуде. И сложность моя здесь в том, что я как раз занимаюсь мероприятиями. И у меня были назначены мероприятия на 3 месяца вперед. И представляете, пришли люди, про которых мне сказали, что они будут платить больше, и эти люди говорят: все, мы ваши вещи выкидываем, нам наплевать, что у вас мероприятие, в ваши дни мы будем играть свои мероприятия и повесим табличку с вашим номером телефона, чтобы вы возвращали деньги за билеты. Вот почему я и говорю, что планировать что-то дальносрочно очень сложно в наше время. Поэтому поначалу, возможно, лучше протестировать ваш бизнес. Не заявляйте его сначала в налоговую инспекцию, а начните им заниматься как физическое лицо без регистрации. Выявите свои слабые и сильные стороны, чтобы потом не прогореть. Никто вас за это не накажет, если у вас будут небольшие доходы. Никто вас в тюрьму точно не посадит. В тюрьму сажают только если дело касается многих миллионов рублей. Если у вас доход будет поначалу до 300 тысяч, никто вами не заинтересуется вообще. Но главное во всей этой истории, мне кажется, коммуникация. Есть даже такая формула: 100% успеха равно 80% коммуникации плюс 20% профессионализма. Никакая реклама так не работает, как сарафанное радио. Это во-первых. А во-вторых, каждому человеку нужно общение. И если вы подарите своему клиенту приятное общение и зарядите его позитивом, он обязательно придет к вам в следующий раз. Потому что многим людям важна атмосфера. Компаний много, а вот выделяться чем-то вы должны. Даже если у вас нет уникального продукта, подарите человеку уникальное общение и грамотно выстроите с ним коммуникацию.
Коммуникацию можно поддерживать с человеком через личное общение, через мессенджеры, через социальные сети, сформулировать какой-то месседж и послать человеку со своего сайта. Но главное, конечно, это когда продавец подходит к клиенту, берет его за ручку и приводит к себе в контору. Это высший пилотаж. Учитесь выстраивать грамотную коммуникацию. Ловите своих клиентов на специализированных мероприятиях, на бизнес-форумах, на выставках, на ярмарках. На таких мероприятиях очень легко заводить новые знакомства и рассказывать о своем продукте или услуге. Можно скучно рассказать о своем продукте, а можно эмоционально и зажигательно. Можно рассказать о производимых вами пирожках таким образом, что у клиента потечет слюнка. А если вы дадите какой-нибудь ему еще полезный совет, например, рецепт, как приготовить подобные пирожки, то ему тогда точно захочется к вам прийти и попробовать, как эти пирожки получаются именно у вас. Если подытожить этот первый месседж, какие выводы можно сделать? Ну, во-первых, как следует проработайте АКВЭДы, выберите удобную систему налогообложения, не берите кредитов, экономьте на офисе, экономьте на сотрудниках, огромное внимание уделяйте бухгалтерии и не планируйте ничего на длительное время. Сегодня есть, завтра нет. Все меняется. Поэтому грамотно выстраивайте коммуникацию с клиентом и согласовывайте ее с ходом времени. Но вначале протестируйте ваш бизнес. Пока это все, а в следующем видео будут другие лайфхаки для начинающего бизнесмена.